третий месяц сидит в декрете, пока его жена успешно строит карьеру. А Ларс по утрам собирает детей в школу, а по вечерам читает им сказки и укладывает спать, ведь его жене не до этого. Она на работе с утра до ночи. Лукас еще не женился, но уже спешит домой, чтобы убрать в квартире и приготовить ужин к приходу своей невесты. Вам тоже кажется, что здесь что-то не так? Будто мужчины и женщины поменялись телами. Но нет. Просто в этом городе женщины не варят мужу борщи, а мужья не забивают в стену гвозди. Ведь понятие «мужское» и «женское» здесь напрочь отсутствует. Добро пожаловать в Стокгольм. Это жизнь других. Говорят, что жители Стокгольма любят платить налоги, какими бы высокими они ни были. Играть на различных музыкальных инструментах в свободное время, собирать мебель, делать постоянно какие-то открытия и бороться за равноправие во всем. Я не знаю, так ли оно на самом деле, но пришло время во всем этом разобраться. Если бы я родилась в Стокгольме, я могла бы быть дочерью пастора Фредерики, пела бы в церковном хоре, но мечтала бы о карьере поп-певицы, хиты которой играют из каждого утюга. А возможно, я родилась бы в семье Адама. Мои родители были бы в разводе, поэтому мне пришлось бы жить на 2 дома. Но какими бы ни были мои стокгольмские родители, все из них сошлись бы в одном – при выборе моего имени. Если бы я родилась в Стокгольме, то, скорее всего, у меня было бы тройное имя. В детстве я просила, чтобы меня назвали Жанной, в студенческие годы Элеонорой, а на старости лет я могла бы быть просто Марией. Ну а что, все законно. И никто бы не сказал, что я сумасшедшая. Вот так. На днях моя подруга попросила называть ее другим именем, потому что ей захотелось перемен в жизни. Но не все поголовно жонглируют своими именами в течение жизни, но своим детям все же дают несколько имен, чтобы у них был выбор. Ну так, на всякий случай. Моего ребенка зовут Карл Микаэль Евгений. Мы зовем его Евгений, но я готова, что в будущем он выберет себе другое имя из этих 3. Что же касается самих родов, то жители Стокгольма предпочитают рожать в государственных больницах, ведь они отвечают всем требованиям. Удобные чистые палаты, самое новое оборудование, внимательные врачи и акушеры. И к тому же все это бесплатно. Государство полностью берет на себя расходы по рождению ребенка. Единственное, за что платят родители, это ночлег мужа в палате с женой. Но это около 250-300 шведских крон. Присутствие отца на родах – это скорее правило, чем исключение. Но стокгольмские мужчины не стали ограничиваться только этим. Часто женщины жалуются, когда они уходят в декретный отпуск, что мужчина полностью уходит с головой в работу, и у него нет времени ни на нее, ни на ребенка. Но в Швеции это абсолютно не так. Мужчины берут тоже декретный отпуск и полностью занимаются своим ребенком. А? Фантастика просто! В Швеции декретный отпуск длится 480 дней, и 90 из них с новорожденным должен провести папа. Если мужчина не использует эти дни, то они попросту сгорают. Таким образом, государство мотивирует отцов принимать активное участие в жизни своего ребенка с самых первых дней его жизни. Мужчины с колясками – это норма для Стокгольма. Щетель уже 2 месяца как в декрете, поэтому каждый день он со своей дочерью выходит на прогулку в парк.
когда вот ты сидишь дома с ребенком, да, жена ходит на работу, как у вас распределяются вот домашние обязанности? Кто готовит, убирает, стирает, ходит в маркет за продуктами? Стараемся делать все поровну. Я часто готовлю и убираю в квартире. 11 месяцев. Если сейчас она начнет плакать, я не знаю. То есть ты все знаешь, что делать, да? Ты не будешь звонить жене и говорить: я не понимаю, что делать. Почему она плачет? Поменять памперс, покормить и убаюкать мне удается легко. Но признаюсь, что моя жена справляется с дочерью гораздо лучше. Я видела просто столько много мужчин с колясками. То есть вы встречаетесь и ходите, папы, друзья с колясками, и говорите: ой, а вот мой уже вот ест кашку, а твой друг говорит: мой там начал хорошо какать. Ну, я не знаю. Ну, просто так вот мамы всегда вот говорят. А вот вы, мужчины, тоже так говорите? Я скажу больше, у нас даже есть специальный чат, где мы часто списываемся. Обсуждаем, кто какой прикорм дает, какие памперсы и присыпки лучше использовать. В какой парк лучше отправиться на прогулку, чтобы там было тихо, и ребенок смог поспать. Я спокойно оставляю детей на мужа, потому что лучше него с ними никто не ладит. Благодаря тому, что мужчины берут декрет, многие мои подруги смогли спокойно вернуться на работу и не переживать за своих детей. Почему шведским мужчинам так важно уйти в декрет и быть с ребенком? Потому что, в других странах, вот серьезно, я тебе говорю, что женщина все время с ребенком, по крайней мере, до года точно, а мужчина всегда работает, зарабатывает деньги. Для нас важно иметь равные права во всем. Многие согласятся, что находиться дома с ребенком – это порой похлеще любой работы. Мы не хотим, чтобы наши жены посвящали себя только семье и отказывались от своей карьеры. Поэтому мы принимаем точно такое же участие в воспитании детей и не сбрасываем это на женские плечи. Чтобы прочувствовать атмосферу Стокгольма, советую остановиться в гостинице «Морнингтон». Уютные номера, удобное расположение отеля и дружелюбный персонал сделают вашу поездку незабываемой. А также у вас будет уникальная возможность остановиться в номере, в котором писала свои песни легендарная группа ABBA. Не упустите такую возможность. Как бы там ни было, рано или поздно все шведские родители возвращаются на работу, а ребенок идет в детский сад. Начиная с года, ребенок может претендовать на место в государственном саду, но чаще всего дети попадают в него не раньше 1,5, а то и 2 лет. Ведь необходимо подать заявку, которую могут рассматривать от 2 недель до 9 месяцев, в зависимости от наличия мест в садике. Многие сады работают с 7 утра и до самого вечера, чтобы родители смогли полноценно трудиться. В течение дня с детьми гуляют, играют, кормят их и даже укладывают спать. Но вот только в некоторых садах комнат для сна вовсе нет, и дети спят прямо в колясках. Вот вы думаете, что вот Жанка с коляской, да? Обыкновенная коляска. Но на самом деле дети в Швеции в колясках спят. Спят они прямо на улице в любое время года и в любую погоду. Вот так вот под крышей тепленькое одеяло, тепленькая одежда. И вот на свежем воздухе в колясочках прямо дети спят. Какая прелесть! Все время здоровые, понимаете? Закаленные, а? А меня кутали, поэтому я такая нечестненькая и выросла. Детские сады в Стокгольме бесплатные, но родители платят лишь небольшие ежемесячные взносы, которые не превышают 10% от их заработка. В интернете нередко пишут, что в шведских садах все чаще и чаще детей не различают по половому признаку. И чуть ли не в красках рассказывают, как они появляются на свет. Но так ли оно на самом деле? Есть в Стокгольме несколько садиков, в которых детей не делят на мальчиков и девочек, но это скорее экзотика. В большинстве садов все более консервативно. А что касается любимого детского вопроса «откуда берутся дети?», мы не врем про аистов и капусту, а в мягкой детской форме называем вещи своими именами. К сожалению, с появлением ребенка не всем парам удается сохранить любовь и взаимопонимание. Поэтому развод – частое явление для шведских семей. Как говорят шведы, хочешь жить спокойно, дружи со своим бывшим партнером, с которым ты развелся.
Как живут люди после развода в Швеции, мы сегодня и узнаем. Сегодняшняя статистика не радует. Почти половина браков в стране заканчивается разводом. Благодаря мощной системе государственных пособий, в финансовом плане женщинам легко справляться без мужа, даже когда они находятся в самом уязвимом или беспомощном состоянии. Развод не обошел стороной и Адама. Вот уже несколько лет, как он расстался со своей супругой. У пары есть 12-летняя дочь, которая по очереди живет с каждым из родителей. Неделю с мамой, неделю с папой. Адам еще один типичный представитель шведских заботливых отцов. И пока он готовит ужин для своей дочери, узнаю у него все о разводе по-шведски. Адам, а скажи мне, а сложно воспитывать дочку-подростка вот самому? Вы как-то вот с бывшей женой как-то, договариваетесь о том, что давай, значит, вот это мы ей разрешаем, этого не разрешаем? Или вы воспитанием занимаетесь каждый так, как считает нужным? Мы все обсуждаем и принимаем совместные решения по поводу воспитания Сельмы. Никто не перетягивает одеяло на себя. Но чтобы прийти к такой идиллии, пришлось походить к психологу. Было много сложностей. Какие сложности у вас были при разводе? Я работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и не мог проводить с семьей много времени. Поэтому жена подала на развод. А в шведской семье вообще принято, чтобы кто семью обеспечивал? Женщина или мужчина? Или они оба поровну это делают? Во всех семьях по-разному, но чаще мужчины зарабатывают больше и вносят больший вклад в семейный бюджет. Даже если в семье царит полное взаимопонимание и любовь, женщины держат руку на пульсе и стараются зарабатывать наравне со своим мужем. В Стокгольме редко встретишь женщину, которая полностью зависит от мужчины. А твоя, будущая девушка, то есть должна любить твоего ребенка, да, проводить с ней время? Вот как ты считаешь, как в шведских отношениях? Есть два пути к моему сердцу. Через желудок и через любовь к моему ребенку. Все поняли? Или еда, или дочь. Все, других вариантов нету. То есть поете вы там, танцуете, ходите у себя на работе. Адам живет в своей собственной квартире. Она достаточно просторная, 88 квадратных метров. Адам, скажи так, а ты платишь алименты своей жене? Или как вот у вас после развода с алиментами? Чаще всего мужчины платят алименты после развода. Хотя бывает, что и женщины платят их бывшим мужьям. Но у нас с женой другой договор. Мы открыли общий счет, на который поровну перечисляем раз в год деньги для расходов на дочку. Благо, что на школе Адам с бывшей женой могут неплохо сэкономить, ведь образование в Стокгольме абсолютно бесплатное. Говорят, в школах Стокгольма не задают домашнего задания, не ставят оценок и не наказывают за плохое поведение. Если это так, то это не школа, это рай. Надо срочно узнать, так ли это. Главная задача школьного образования в Швеции – выявить и развить талант каждого ребенка, а также научить школьников ставить перед собой цели и достигать их. Я должна быть помощником для своих учеников, а не цербером с указкой. Но контрольные и домашние задания никто не отменял. Также в школах Стокгольма действительно не ставят оценок. Вот только это счастье длится до 6 класса. А в остальном же все так, как и везде. Даже родители в школу могут не вызывать. Когда мы видим, что успеваемость или поведение ученика хромает, мы не ругаем его при всем классе. Мы приглашаем родителей к директору и в спокойной обстановке обсуждаем, как помочь ребенку. Недавно я подрался со своим одноклассником, и нас отстранили на неделю от занятий. Школьное образование в Швеции состоит из 3 этапов – начальной школы, средней и старших классов. После окончания обязательной 9-летней школы ученики решают, заканчивать ли им еще 3 класса гимназии. Обучение в гимназии не обязательное, но если хочешь поступить в университет или устроиться на работу по некоторым специальностям, стоит все же ее закончить. Почти 80% всех школьников все же идут в гимназии. Кто успешно заканчивает гимназию, ждет увлекательная студенческая жизнь.
В Швеции в университет можно поступать до 56 лет. Представляете? Абсолютно бесплатно. Вот так вот можно учиться и учиться, учиться и учиться. Кроме всего прочего, бесплатно можно получать сколько угодно образований. У меня, например, 3 диплома, а некоторые за всю жизнь и 5, и 7 успевают получить. Средний возраст стокгольмского студента – 27 лет. Но сколько бы лет ему ни было, каждый может претендовать на место в общежитии, без которого не обходится даже студенческая жизнь других. А вот какие они в Стокгольме, сейчас я вам покажу. Ну, вот так вот выглядит студенческое общежитие, вход. Видите, так зашел, никакой охраны, никакой вахтерши, никто у тебя ничего не спрашивает, документы, разрешения. Номер комнаты, видите, тут почта, и все, и заходишь сразу в свои апартаменты. Ого, дверь какая, красота. Начало многообещающее, мне уже нравится. Общежитие для студента стоит 4000 крон в месяц. Правила абсолютно нормальные. Не шуметь после 10, не водить никого к себе в гости и убирать раз в неделю. Каждая комната убирает раз в неделю кухню. Видите, повесили карточку, чтобы, не дай бог, не забыл. Hello. Если не придерживаться всех правил, то можно запросто потерять место в общежитии. А так как аренда квартиры удовольствия не из дешевых, шумных вечеринок и беспорядка здесь никто не устраивает. Вот так на каждом этаже есть своя кухня. Она рассчитана на 10 человек. Вот тут 2 электрические плиты, вытяжка. Видите, какая симпатичная, правда? Раковины 4. То есть, видишь, тут один моет посуду, тут другой. Кастрюли. Все, что находится в этих шкафах, это все общее. Пожалуйста, пользуйся, не хочу. А даже если хочу, тем более. Микроволновая печь, которые тоже могут все пользоваться. Соковыжималка, тостер. То есть прекрасная, шикарная кухня, я считаю. Представляете? Такой чистой кухни не у каждой хозяйки встретишь. Вот что значит дисциплина. Что касается жилой зоны, то она здесь не менее комфортная, чем все остальное. Каждому студенту полагается отдельная комната с собственным санузлом. Общая площадь 24 квадратных метра, на секундочку. Комнаты выдаются с момента поступления и до конца учебного процесса, чему очень рада Ирма. Ведь до окончания магистратуры еще не придется никуда переезжать. Ну, слушай, ты все равно живешь одна, это же очень удобно. А гости могут к тебе приходить, не знаю, и оставаться на ночь, например? На ночь я никого приглашать не могу. А вот в течение дня гости могут запросто заходить. Главное, чтобы до 10 вечера они ушли. А кто-то контролирует вас здесь, если вдруг кто-то остался или нет? Нет. То есть даже если не контролируют, то вы такие самосознательные и сами попросят гостей, вам пора. Знаешь как? Слушай, здорово. Стокгольмские студенты очень ответственно подходят к процессу обучения. Многие из них специально взяли перерыв после гимназии и вдоволь отдохнули, чтобы, поступив в университет, получать знания, а не жить разгульной жизнью. К тому же они сами себя обеспечивают и оплачивают общежитие. А скажи мне, ты оплачиваешь сама обучение и проживание в кампусе или родители? Я сама все оплачиваю. То есть ты оплачиваешь его с этого пособия, или ты работаешь, или я еще слышала, что шведские студенты берут кредиты, чтобы оплатить себе обучение, и потом должны его отдавать, когда найдут работу. Я не захотела брать кредит, хоть это очень популярно среди других. Я получаю студенческое пособие в размере 2000 крон, а еще подрабатываю, чтобы на все хватало. Когда был студентом, то брал кредит в банке, чтобы не зависеть от своих родителей. Кредит беспроцентный, и его возврат можно растянуть хоть на 20 лет. Поэтому это очень удобно. Как вы развлекаетесь? Потому что у вас тут в Стокгольме, мне кажется, очень такая спокойная, размеренная жизнь. Но ведь вы же кровь молодая. Как вы, не знаю, тусуетесь, развлекаетесь? Что происходит у вас в жизни интересного? Или ходите в библиотеку? Конечно же, мы отдыхаем, как и положено в нашем возрасте.
Просто чаще тусуемся летом. До утра можете тусоваться или до 11? Все зависит от настроения. Можем и до 2 ночи, а можем и рассвет пойти встречать. А бывало и такое, что после вечеринки шли сдавать экзамены. Ну, то есть, слава богу, нормальные люди. Так что не переживайте. Стокгольмских студентов учат тому, что надо выходить из зоны комфорта и мыслить шире. И только тогда будет виден результат. Возможно, поэтому шведы такие изобретательные. Кто пользуется спичками, поблагодарите за это шведского ученого. Ремни безопасности, картонные упаковки для сока и молока. За все это нужно поблагодарить шведов. Да, это они придумали. Что сегодня делают шведские ученые, очень интересно. Какие новые испытания и открытия. Мы сейчас это все и узнаем. Идем. Наши предки в связи с не самыми комфортными условиями проживания были вынуждены придумывать что-то новое, чтобы улучшить и упростить свою жизнь. Поэтому такое количество вещей, которыми мы пользуемся сейчас, были созданы именно шведами. Хокон – представитель современных шведских изобретателей. Он много лет занимался музыкой, но сейчас полностью посвящает себя науке и новым разработкам. У меня нет амбиций создать второй велосипед и заработать миллионы. Мне лишь хочется придумать что-то полезное и действительно нужное современному человеку. Недавно, например, создал коронашлем. Он издает сигнал, если кто-то нарушает социальную дистанцию в 1,5 метра. Пока ученые трудятся над новыми открытиями, женщины активно отстаивают свои права. Шведки очень долго боролись за равноправие с мужчинами. Поэтому в Швеции сегодня никто не удивится, если забитую канализацию будет прочищать женщина-сантехник, а строить дом – женщина-строитель, а вести свадебную церемонию – женщина-пастор. В Швеции не принято делить профессии на мужские и женские. При выборе сотрудника на ту или иную должность работодатели должны исходить прежде всего из квалификации и опыта кандидата, а не принадлежности к тому или иному полу. Дискриминация по половому признаку запрещена, а в случае ее проявления преследуется законом. Знакомьтесь, это Фредерика. В это с трудом верится, но вот уже 10 лет она служит в церкви и ежедневно проводит обряды венчания, крещения и даже поминальные службы. Почему она выбрала такую профессию и дозволены ли ей простые человеческие слабости, сейчас мы все и узнаем. Вообще ты похожа на балерину. Стоишь в 3-й позиции, такая стройная и красивая. Ты училась на пастора? И вот как тебя учили? Сколько лет? Как это все происходило? И почему ты пошла учиться на пастора? Когда мне было 4 года, родители привели меня на службу. Увидев женщину-пастора, я поняла, что ни врачом, ни стюардессой быть не хочу. Хочу служить в церкви и только. Поэтому я окончила гимназию, университет и потом устроилась на работу в церковь. С ума сойти. Скажи мне, а много женщин-пасторов вообще здесь, в Швеции? 50 лет назад женщины-пасторы были редкостью. Сегодня же их добрая половина среди всех священников. Но пока мы протаптывали себе дорожку, появилась другая проблема. Все меньше молодых парней хотят изучать богословие. То ли мужчины решили уступить место дамам, то ли побоялись конкуренции, но цифры говорят, что мужчины-пасторы запросто могут исчезнуть из шведских церквей. Скажи, а вам можно иметь семью, детей, мужа? Мы лютеране, поэтому нам можно создавать семьи и рожать детей. У меня есть муж и 2 замечательных детей. Боже мой, какая прелесть. Слушай, ты вообще такой молодой пастор, красивый, с мужем, с 2 детьми и в красивом платье. Глядя на платье Фредерики, лишь воротник говорит о том, что она пастор. Ведь редко увидишь священнослужителей в приталенном платье с длиной чуть выше колена. Это платье, это какая-то, униформа или как это, называется? И сколько у тебя таких платьев? У меня несколько таких платьев. Все они сшиты у дизайнера по индивидуальному заказу. Здорово, что, работая пастором, мы можем не терять свою женственность. Одно такое платье стоит примерно 1200–1500 крон. От заказов нет отбоя. Порой церковь сама оплачивает заказы своих сотрудниц.
А в жизни как ты ходишь? У тебя, какая одежда? У тебя есть брюки, шорты? Мы такие же люди, как и все, поэтому нет никаких запретов. Могу носить все, что мне нравится, и все, что я считаю нужным. Но, признаюсь, я и вне церкви предпочитаю платья. Первый раз в жизни вижу пастора, который одевается в дизайнерские платья, ест что хочет, имеет мужа, 2 детей, улыбается, такая милая, симпатичная, гипнотизирующая практически женщина. Что-то у меня не складывается. Как ни крути, но даже сильным и независимым шведкам, где бы они ни были, где бы они ни работали, хочется оставаться женственными, привлекательными и периодически баловать себя новыми платьями. Если женщин-пасторов вначале долго не принимали, то вот новость о том, что церковь регистрирует однополые браки, шведский народ поддержал сразу же. Таким образом, церковь Швеции стала одной из первых церквей в мире, отошедшей от понятия гетеросексуального брака как традиционного. Как часто здесь, в церкви, у вас проходит венчание для однополых пар? Несколько раз в месяц точно. Но каждый раз это большая радость для нас. Ведь мы считаем, что все люди равны и имеют одинаковые права. Чем отличается церемония венчания однополых пар от остальных? Отличается только словами, которые мы произносим. Фразу «теперь вы муж и жена» мы заменили на «теперь вы супруги». В остальном все, как и всегда. Ведь Библия противоречит однополым бракам, да? Вот как вот это совмещение, то есть Библии, веры и, то есть вот такой толерантному такому отношению? Мне кажется, когда писали Библию, еще очень мало знали о гомосексуальности. Господь создал нас уникальными, и ориентация для нас не играет большой роли. Ведь люди могут любить друг друга вне зависимости от пола. Мы дружим со многими однополыми парами. Кто-то из них друзья детства, с кем-то мы познакомились на детских площадках, куда вместе отводим детей. А в прошлом месяце мы с женой были на свадьбе у наших друзей-геев, которых мы когда-то и познакомили. Это была самая трогательная свадьба в моей жизни. Скажи мне, все пасторы придерживаются такого же мнения, как и ты? Конечно, есть те, которые против. Но у нас существует правило. В каждом приходе должны благословлять однополые союзы, но не каждый священник обязан это делать. Пастор, который не принимает этого, направляет пару гомосексуалов к другому священнику. Лояльность церкви проявляется во всем. В 2009 году, например, в сан-епископа Стокгольма возвели открытую лесбиянку, 55-летнюю Еву Бруне. Она стала первым в мире епископом-лесбиянкой и 5-й женщиной-епископом в Швеции. Вот вам и отличный пример полного отсутствия стереотипов. 10,000 feet. Gotta fly. Пока тысячи туристов спускаются в метро Стокгольма как в музей, для местных жителей это самый быстрый способ добраться на работу, в школу, в университет, на экзамены. Господи, какой кошмар! I think you belong. Транспортная система Стокгольма – одна из самых развитых и удобных в Европе. К тому же многие жители столицы – экоактивисты. И они скорее выберут общественный транспорт, чем собственный автомобиль. Проездной билет стоит около 50 крон и распространяется на все виды общественного транспорта. Но есть одна приятная новость для молодых родителей. Родители с ребенком в коляске могут бесплатно пользоваться автобусами. Пока все пассажиры предоставляют водителю билеты, вы без труда завозите малыша в салон автобуса через средние двери. Прямо напротив специально отведенное для колясок место. Просто, удобно и выгодно. София и Петр уже 6 лет в браке и воспитывают 2 сыновей. Они живут в типичной стокгольмской квартире площадью 81 квадратный метр. Как устроен их быт, как они воспитывают детей, сколько денег тратят на продукты и коммуналку, сейчас обо всем их и расспрошу. Как вы воспитываете детей? Вы их наказываете, вы им говорите, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Или, в принципе, они растут в свободе, вы только смотрите, чтобы не было опасности. Я чуть более строгий родитель, чем супруга. Я считаю, что надо говорить детям «нет», а София немного проще смотрит на воспитание.
Существует стереотип, что в шведских семьях воспитывают и мальчиков, и девочек одинаково. Или все-таки к ним разное отношение и их учат, что ты должен защищать девочку, быть сильным, мужественным, а ты должна быть слабая принцесса, просто красить губы и все, и хорошо выйти замуж. Ребенок может проявлять себя, как он хочет. Мы даем им свободу выбора и не препятствуем. В садике, куда ходит младший сын, все девочки ходят в розовеньких платьях, а мальчишки в основном играют с машинками. Но если наши дети вдруг попросят их одеть в платье, пожалуйста, лишь бы они чувствовали себя хорошо и комфортно. Но, конечно, я тоже считаю, что свобода – это главное. Хочешь ходить в платье? Да, пожалуйста. Чаще всего шведы становятся родителями не раньше 30-35 лет. Ведь до 30 многие учатся в университетах. Шведы мне сказали, что женятся уже гораздо позже. То есть, а вы такие молодые, у вас 2 детей. То есть это не типично для Швеции или нормально? Все зависит от людей, кому как удобно. На самом деле, мне непонятно, зачем затягивать с материнством. Государство предоставляет столько льгот и возможностей для молодых родителей, что просто грех не рожать детей. Слушай, София, знаешь, мне местные женщины сказали, что шведские мужчины скучные, но надежные, как машина Volvo. Это правда или нет? Не сказала бы, что шведы скучные, а вот то, что они надежные, это 100%. Петр, например, просидел весь декретный отпуск с нашим 2-м сыном. То есть ты хочешь сказать, что Петр полностью сидел целый год с ребенком, а ты работала? Да, все сам. Я тогда училась и подрабатывала. Потом сразу его предупредила, если будет 2-й ребенок, то в декрет уходишь ты. Он согласился. Вот это да! Слушай, вот тут вот рожаешь и рожаешь, понимаешь, и сидишь и воспитываешь за год. А тут условия ставят, если 2-й ребенок, то с ним сидишь ты, а я иду работать. Молодая семья живет в арендованной муниципальной квартире. Аренда в месяц обходится в 15 тысяч крон, в которые уже включены коммунальные услуги. Им повезло, ведь обычно только коммуналка обходится шведам приблизительно в 5000 крон. Из расходов еще еда, на нее София и Петр тратят около 7000. Шведы знают цену деньгам, поэтому тратят их всегда с умом. Умеренность во всем и отсутствие излишеств очень важно для нас. Есть даже шведское слово «лагом», которым можно описать шведский стиль жизни. Оно переводится как «достаточный», «оптимальный», «подходящий». Но это правда вообще, что шведы никогда не выпячивают свое богатство, свое положение, свои знакомства? Они лучше будут скромнее, чем покажут, что сколько у них есть денег. Это правда или нет? Все зависит от вашего круга общения. В некоторых богатых районах люди кичатся богатством, но многим и в голову не придет самоутверждаться с помощью дорогих вещей, украшений или машин. С бытом, расходами и воспитанием детей разобрались. Остался лишь один вопрос. Кто в шведском доме хозяин? А мне еще говорили, что шведские женщины, они очень властные, они очень сильные, и, в принципе, они главные в семье. И судя по тому, что Петр сейчас все время молчит, а София разговаривает, похоже, это правда. Питер, это так или нет, скажи мне? Хотелось бы думать, что мы на равных, и я не под каблуком. Как-то очень ты это так неуверенно сказал. Она говорит, может, мы одинаковые скажем, знаешь? И София так, ладно. Ну, то есть, нет, ну серьезно, то есть, вот я вот, слышала, почему-то существует такой стереотип. Это правда или нет? Это заблуждение, ведь мы с мужем одна команда. Как отреагирует шведская женщина на то, что если вдруг ей мужчина скажет, знаешь что, вот твое место на кухне, вот дети, занимайся хозяйством, детьми, а я зарабатываю деньги. Вот что она ему ответит? Наверное, есть семьи, где такая ситуация возможна, но это редкость. Думаю, для большинства шведок эти слова станут причиной для развода. Молодая семья мечтает о собственной квартире. Такая квартира, как у них, может стоить 8 миллионов крон. Поэтому София и Петр пока откладывают деньги. Петр работает инженером, а вот София – дирижер. Швеция очень музыкальная страна. Многие из нас играют на каких-то музыкальных инструментах, а еще большей популярностью пользуются хоры.
И на любви к музыке шведы научились неплохо зарабатывать. Каждый из нас отлично знает группу ABBA. Но они далеко не единственные представители Швеции на мировом музыкальном рынке. Шведские артисты, продюсеры, музыкальные лейблы высоко ценятся в высших музыкальных кругах. Швеция и вовсе лидер по экспорту хитов, которые занимают высшие строчки в музыкальных чартах. Многие мировые хиты музыканты приезжают записывать именно сюда, в Швецию. Представляете? И вот в таких вот звукостудиях, на первый взгляд, вообще даже никогда не поймешь, что это звукостудия. Понимаете? Они приезжают и записывают наши любимые хиты. Идем посмотрим, что там внутри, почему они сюда приезжают. Непонятно. А заглянуть я решила в студию, которая принадлежит одному из участников группы ABBA. Ой, ну хочу сказать, что у вас на самом деле очень уютно. Вот как-то я бы даже и не подумала никогда, что это звукостудия. Порой мы работаем здесь сутками, поэтому очень важно чувствовать себя комфортно, как дома. Ты знаешь, очень чувствуется. А вот все равно, вот скажи мне, пожалуйста, почему люди приезжают в Швецию за хитами? Почему не в Америку, не в Данию, не куда-либо в Европу? Почему именно здесь? Может, им просто хочется сменить обстановку и увидеть Швецию? То есть ты думаешь, что Леди Гага просто думает: ой, прокачусь я в Швецию и заодно и запишу песню. То есть ей в Америке ей не хочется писать, да? Есть несколько теорий. Первая, шведы очень музыкальны, поэтому пишут отличные песни. Вторая, мы отлично работаем в команде. И звезды могут быть уверены, что во время написания песни мы не разругаемся друг с другом и выполним свою работу на отлично. А вот и сердце любой звукозаписывающей студии. Слушай, ну тут прямо целый космический корабль у вас. Я, конечно, видела такое по телевизору. Я, знаешь, не... Да, я сама в шоке. Скажи мне, сколько стоит записать вот тут вот песню с таким космическим аппаратом? У нас почасовая оплата. К нам чаще всего приходят уже с готовым материалом, а здесь просто записывают и сводят треки. Аренда стоит 12 000 крон в час. То есть, если приезжает, там, не знаю, Бритни Спирс и какая-то молодая, никому неизвестная певица, для них цена одинаковая или все-таки Бритни может побольше заплатить? Для всех стоимость одна и та же. Стоимость песни от шведских авторов колеблется от 10 до 100 000 евро. Чем более успешен автор, тем он дороже. А мы с вами слушаем музыку, получаем удовольствие и даже не догадываемся, что одна песня может стоить как квартира. Вот вам и цена успеха. А скажи мне, сколько времени занимает запись вот одной песни? Кому-то на все хватает часа, а кто-то месяцами записывает песню. Творческий процесс, он такой. Творческие муки. Все мы их знаем. А скажи мне, а вот у вас есть какая-то конкуренция вот, между студиями? Что вот у меня записывалась там Мадонна, а у меня там Леди Гага, а у меня там, ну, не знаю, Бон Джови приезжал. Ну, какие-то громкие имена. Вы между собой конкурируете, и это вот так вот вам. Есть у вас такое между вами или нет? Она, конечно же, есть, но в очень мягкой форме. Мы все хотим заполучить самых топовых артистов, но никто никого не подставляет. Наоборот, если кому-то нужна помощь, можем даже поделиться техникой. Когда к нам обращаются мировые звезды за 100% хитом, то мы собираемся группой из 15 авторов и 3-4 дня работаем, не покладая рук. Авторы делятся на группы и за это время пишут около 15 песен. Из них потом и выбираем самую лучшую. Такая схема всегда срабатывает на 100%. Может показаться, что работники музыкальной индустрии гребут деньги лопатой. Но прошу не забывать, что каждый из них обязательно заплатит налог от 30 до 50%. Каждый гражданин Швеции, который зарабатывает более 20 000 крон в год, обязан платить налоги. При минимальном заработке будут платить 30%. При заработке примерно 460 000 крон в год налог уже будет достигать 50%. Зарплата учителя с учетом налога из 36 000 крон превращается в 25 000.
От зарплаты пастора останется 21 тысяча вместо 30. Но какими бы высокими ни были налоги, шведы самые исправные налогоплательщики в мире. Ведь они прекрасно понимают, на что уходят их деньги. Вы уже наверняка знаете, что медицина и образование бесплатные. Также благодаря налогам мы можем выплачивать пособия по безработице и делать выплаты во время декрета и больничного. Единственный человек, который освобожден от налогов, это король Швеции. Все остальные выплачивают их в обязательном порядке, ведь уклониться от них не удается никому. Каждый год все жители Швеции получают письма в оранжевых конвертах. И больше всего их ждут пенсионеры, потому что в этих письмах указаны пенсии, которые они будут получать в этом году. Говорят, что быть шведским пенсионером – сплошное удовольствие. Глядя на улыбчивую пенсионерку Шерстин, охотно в это начинаешь верить. Пока она выгуливает свою кошку, узнаю у нее все о шведской пенсии. Скажи, а ты на пенсии уже давно? Уже почти год. Ну, ты вышла раньше на пенсию, правильно, чем нужно. Обычно все выходят в 65 лет, но государство разрешает с 62 лет выходить на заслуженный отдых. А почему вышла пораньше? Я отработала 40 лет. Пора бы и отдохнуть. Ну, а на пенсии это твоей не отразилось? То есть говорят, что если раньше выходишь, то ты меньше получаешь? Немного меньше, но меня это устраивает. Пособия, основанные на доходах, выплачиваются с 62 лет. А уже в 65 лет пенсионер имеет право на получение гарантийных выплат от государства в полном размере. Вот твоей пенсии тебе хватает на жизнь, на то, чтобы платить коммунальные, там, квартиру, коту корм покупать? Да, конечно. Во-первых, я получаю 80% от своей зарплаты, а во-вторых, пенсионерам быть дешевле. Мне уже так много не надо, как раньше. Да и у нас есть скидки в магазинах, в музеях, в общественном транспорте. В Швеции все пенсионеры вот живут так, как ты, вот хорошо, получают прекрасную пенсию, гуляют с котом, развлекаются? Или все-таки есть те, которые получают вообще мизерные деньги и бедствуют? К сожалению, не все. Особенно это касается женщин. Многие мои ровесницы сидели дома с семьей или были частично заняты. Поэтому они получают минимальную пенсию. Но даже они не бедствуют, ведь государство выплачивает им дополнительные пособия. Средняя пенсия в Стокгольме приблизительно 17 тысяч крон, но с нее еще надо заплатить налог. В любом случае, Швеция довольно богатая страна, власти которой оказались способны обеспечить своим гражданам достойную жизнь и старость. Ну, я знаю, ты мне говорила, что у тебя есть бойфренд. У меня есть бойфренд, но мы живем с ним отдельно. В Стокгольме это очень модно. К тому же я была дважды замужем и поняла, что уже ни с кем жить не хочу. Ой, слушай, какое мудрое решение, я тебе хочу сказать. Не буду говорить вслух, потому что, конечно, так вы встречаетесь, куда-то ходите, да, в гости друг к другу приезжаете, да? И все, то есть получается, нету такого, что ну-ка, приготовь мне обед, или вот это, почему ты не помыл посуду? Вот нет такого, правильно? Это какое же это счастье? Ну, он подарил кольцо тебе, да, правильно? Я его попросила подарить. В Швеции есть традиция. В високосный год женщина может попросить своего партнера подарить ей украшение. Вот это шведская народная традиция. Шикарная, я вам скажу. В Швеции лучше жить до пенсии или на пенсии? Мне больше нравится на пенсии. Я активно провожу время и ни в чем себе не отказываю. И на работу уже ходить не надо. Можно ограничивать себя, боясь осуждения. Можно бояться быть собой, чтобы кого-то не огорчить. Можно делать неправильный выбор, боясь не оправдать чужих надежд. А можно просто жить полной, счастливой жизнью, не забывая о том, что быть счастливым – это личный выбор каждого из нас. Может,
показаться, что в Стокгольме все поменялось местами. Мужчины уходят в декрет, женщина становится священником, разведенные пары живут в мире и согласии, а пенсионерки встречаются с бойфрендом. Но для шведов это абсолютно нормально, потому что они никогда не будут жить в рамках и точно не смирятся с... Буллингом в школе, расизмом, Мнением глупых людей, дискриминацией по возрасту, ущемлением прав женщин, ущемлением прав мужчин, дискриминацией людей с инвалидностью, домогательствами мужчин. дискриминацией по половому признаку, притеснением старшими по должности, навязыванием стереотипов. Мы все хотим, чтобы к нам относились уважительно, но часто сами можем обидеть другого человека. Может, пора перестать осуждать, оскорблять, подсмеиваться и навязывать свое мнение другим? Может, пришло время начать уважать друг друга? Может. Ну а если не знаете как, обратите внимание на жизнь других.